Здравствуйте! Сегодня на кухне у Евы мы приготовим домашний майонез. Очень вкусный, как когда-то советский провансаль. Но прежде чем мы приступим, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот вкусный и интересный рецепт. Для приготовления нам понадобится 2 куриных яйца, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара, смесь перцев, можно заменить просто черным перцем, 2 столовые ложки 9% уксуса и около пол-литра охлажденного растительного масла. Вливаем в емкость, у меня это будет литровая банка, яйца. Добавляем половинку чайной ложечки соли. Добавляем половинку чайной ложечки сахара. Кто-то добавляет сахара больше. Я не люблю излишнюю сладость ни в одних соусах, ни в консервах. Поэтому у меня сахар идет только пол чайной ложечки. Наливаем 2 столовые ложки уксуса. Уксус можно заменить лимонным соком. Либо можно взять чайную ложку лимонной кислоты и добавить 2 столовые ложки воды. В этот момент можно добавить еще горчицу, любимые травы, а также перец. В моем случае это будет смесь перцев. Тут следует довольствоваться на свой вкус. У меня же вот где-то около половины чайной ложечки. Я люблю поострее. Теперь смешиваем при помощи миксера. Особо взбивать не надо, просто перемешать ингредиенты и все. Малые, большие, средние обороты у миксера не играют никакой роли. Секрет приготовления майонеза совершенно в другом, а именно в подаче растительного масла. Масло у меня охлажденное, можно использовать и комнатной температуры, но тогда струйка во время наливания масла должна быть очень-очень тонкой. Сейчас тоже она должна быть тонкой, но не настолько. Итак, начинаем взбивать наш майонез. Наливаем небольшими порциями и взбиваем круговыми движениями. Взбиваем до однородности. Дальше добавляем следующую порцию. Вначале майонез не будет загустевать, и это нормально, потому что масла еще мало. Когда мы вольем практически половину необходимого объема, тогда соус начнет загустевать. Вот если присмотреться, он уже начинает густеть. Но это еще далеко не предел. Кстати, когда наливаем, то струйку я стараюсь направлять прямо на венчик миксера. Итак, продолжаем готовить. Вот, в принципе, майонез и готов. Вот он какой. Если вы хотите погуще, то придется добавить еще немножечко масла. Я решила добавить еще масло. У меня ушло практически 800 миллилитров. У меня получился целый литр майонеза. Вот он какой красивый получился. Плотненький, хорошо мажущийся. Я очень люблю добавлять домашний майонез во всякие салаты, потому что расход домашнего майонеза намного меньше. Ну и вкус у него гораздо лучше магазинного. И я точно знаю, что сюда не положены никакие эмульгаторы, загустители и прочая химия. Все натуральное, свежее, вкусное. В общем, отличный майонез получается. Если вам понравился рецепт, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, сделайте репост в социальных сетях, а также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные вкусные рецепты. Приятного аппетита всем! Пока-пока!